Доброе утро, друзья! На дворе декабрь, а значит, пора обсудить новости шутеров. Ставь лайк и погнали! Пока Battlefield 2042 стремительно теряет онлайн, польский шутер World War 3 выходит в закрытый бета-тест. Фактически это не глобальный качественный скачок игры после ветеранской альфы, ролик о которой мы уже снимали. Закрытая бета – это только следующий большой этап тестирования и разработки, в период которого студия Farm 51 будет плавно дорабатывать игру. А принять участие в ЗБТ прямо сейчас могут все те, кто успел приобрести Третью мировую до 4 октября 2021 года, или же владельцы платного бета-пака, гарантирующего доступ к тесту и некоторые дополнительные бонусы. Цены стартуют от 1200 рублей. Продлится новый этап вплоть до открытого бета-теста, что намечен на март следующего года. В Insurgency Sandstorm стартовала операция Warlord. Игра обзавелась новым режимом, парой образцов оружия, новой локацией, платной и бесплатной косметикой, а также бесчисленным количеством исправлений. Так, уже давно ожидаемые пистолеты-пулеметы P90 и Крис Вектор стали доступны для класса Осведомитель. Оба образца выделяются огромной скорострельностью и приятной отдачей. Более того, отдача Вектора при длинных очередях смещает оружие вниз, что дает уникальный игровой опыт, однако нисколько не мешает распиливать врагов в считанные моменты. P90, в свою очередь, похвастается прозрачным магазином, благодаря чему удобно контролировать расход патронов. Да, Тарков? В рамках нового режима Ambush игроки команды Security сопровождают VIP-игрока к одной из двух целей. Задача повстанцев – помешать этому любой ценой. Режим еще сильнее углубляется в командную игру, ведь оставлять практически беспомощного VIP явно не лучшая идея. Escape from Tarkov перешел на новую версию движка Unity. Изменений для игроков не произошло, но это позволит студии продуктивнее вести дальнейшую разработку. Напомним, что именно после перехода на Unity 2019 планировалось внедрение DLSS, VoIP и переработка графики. Также в ближайших обновлениях игроков ждет система инерции персонажа и несколько новых видов оружейных неполадок. Инди-шутер Zero Hour получил античит-защиту Denuvo, однако игроки не сильно-то обрадовались нововведению, ответив шквалом негативных отзывов. «Не вернусь в игру, пока разработчики не уберут Denuvo», пишут многие. И не безосновательно, ведь Denuvo часто подвергается критике из-за влияния на производительность игр и даже снижения срока службы SSD-накопителей в результате записи больших объемов данных. Разработчики же утверждают, что после ряда тестов никаких изменений в производительности они не обнаружили. Вместе с этим в игре появился браузер серверов, обновили тренировочный полигон и поделились планами на будущую операцию. Так, разработчики тестируют систему командного ИИ, новые локации и оружие, среди которого уже анонсировали СКС, Honey Badger, FNFAL и другие. Выживач Икарус от создателя DayZ может стать одной из самых требовательных игр на данный момент. Рекомендуемая разработчиками система должна иметь на борту процессор Intel Core i7-9700, 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарту уровня RTX 3060 Ti. Однако Дин Холл сообщил, что требования указаны с запасом и учетом будущего развития игры. Впрочем, минимальные системки на порядок дружелюбнее. Также стала известна дата выхода игры. Релиз намечен на 4 декабря, а прямо сейчас на нее действует скидка 10%. Если вы хотите обзор Икарус, дайте знать об этом в комментариях. Хардкорный вестерн Hunt Showdown обновился до версии 1.7. Спустя много лет в игре наконец появилась функция повторного подключения к игровой сессии после разрыва соединения с сервером или краша игры. Разработчики отмечают, что этот функционал был одним из наиболее востребованных с момента выхода игры, однако разработать его было непросто, поэтому функция переподключения появилась только сейчас. Также в Showdown добавили винтовку Бертье и 3 новых полезных навыка. Была проведена работа над звуком, искусственным интеллектом мясника, балансом оружия и расходников, а также множеством точек интереса на локациях.
С момента выхода в открытый преальфа-тест тактический инди-шутер Black One Blood Brothers получил несколько крупных патчей. Теперь разработчики планируют приостановить тестирование и вернуться уже в январе. Так, текущая версия игры будет доступна до 15 декабря, а старт раннего доступа намечен на 11 января. Проект схож по своей механике на оригинальный Ghost Recon, а опробовать игру бесплатно можно, запросив доступ к плейтесту в Steam по ссылке в описании. CD Projekt Red планирует начать разработку новых AAA-игр во вселенных Ведьмак и Киберпанк 2077. Так, студия все еще продолжает набор новых специалистов, что позволит вести разработку игр параллельно. Ранее также стало известно, что студия намерена дорабатывать Киберпанк, однако, вопреки планам, в этом году игра уже не получит бесплатных дополнений. Их стоит ждать уже в 2022. К слову, сегодня о проблемном старте Киберпанка уже практически не вспоминают. Игра получила очень положительные отзывы в Steam и даже ненадолго вырвалась в лидеры продаж после старта традиционной осенней распродажи, вскоре уступив первенство не менее достойной Red Dead Redemption 2. Российский инди-шутер «Пионер» получил инвестиции от Tencent. Китайский гигант выкупил миноритарную долю в GFA Games, но условия сотрудничества не раскрываются. Однако в связи с этим студия уже начала расширение штата сотрудников. Если вас это заинтересовало, ознакомиться со списком вакансий можно на сайте по ссылке в описании. Релиз игры запланировали на следующий год. Разработка финальной версии Rainbow Six Extraction завершилась. Игра ушла на золото за 2 месяца до релиза, теперь намеченного на 20 января. Фактически игра базируется на идеях кооперативного ивента Outbreak из Rainbow Six Siege. И ранее игроки уже высказывали негатив в отношении того, что Ubisoft позиционирует Extraction как отдельную игру за full прайс, вследствие чего студия снизила цену до 1700 рублей и позволила владельцам игры приглашать двоих друзей на бесплатный 2-недельный пробный период. Однако спасет ли это игру? Посмотрим. В это же время в сети обнаружили ключевой арт Tom Clancy's The Division Heartland, новой условно-бесплатной игры в серии The Division. Разработкой Heartland занимается студия Red Storm, ранее принимавшая лишь участие в создании предыдущих игр. Релиз намечен на следующий финансовый год. Друзья, формат игровых новостей меняется, поэтому дайте знать в комментариях, как вы к этому относитесь и каких изменений хотелось бы больше всего. Увидимся уже скоро.